русские более прямые, серьезные. Русские девушки более традиционные. Они вешают со стороны семьи и заботятся очень много и хорошо о своем мужем и детей. Ну, можно использовать биткоин, конечно, но большинство до сих пор используют доллар. Для меня Россия очень безопасная страна. У меня никогда не был плохой опыт. А не давай сюда, я сейчас там за углом тебе по голове дам. Нет? Я такого не слышал, нет. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Диего. Сегодня он расскажет, как он выучил русский язык. Поехали. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествие под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. Диего, расскажи, пожалуйста, откуда ты вообще владеешь русским языком? Ну вот, всем привет, ребята. Была такая возможность, что государство России каждый год дает несколько стипендий для иностранных студентов. Вот, я узнал это через друга, и он мне рассказывал, как там учиться, как жить в России, какие там девчонки, какая-то погода крутая. Честно говорить. А мне все это привыкло. Нет, мне стало интересно. Вот, поэтому я подавал документы, исследовал процесс, все это. И слава богу, у меня получилось, что мне дали стипендию. Я в 2019 году поехал в Россию, 1,5 года учил русский язык в Москве, и вот это было только начало, а я там 5 лет жил. То есть ты сейчас обучаешься в Москве или нет? Нет, я учусь в Тюмени. В Тюмени. А почему ты выбрал Тюмень? Да, слушай, у меня есть друг, да, он женился с русской девушкой. Они оба меня пригласили в Новый год, встретить Новый год с ее семьей в Тюмень. Я поехал в Тюмень, а мне очень понравился город. И больше всего мне очень понравился университет. Там крутые ребята работали в международном отделе, и они практически меня уговорили переехать. А университет там государственный очень современный, чистый, хорошая система, новая, современная. Конечно, Москва очень красивый большой город, но, честно говоря, потому что я там жил, я там учился, там чуть-чуть старенькая система.
И я не совсем привык к этому, поэтому я выбрал Тюмень. А в Тюмени новая система обучения? Гораздо современнее. Я честно скажу, там все в электронном виде, расписание, даже если это звучит нормально для нас, в том моменте, когда я учился в Москве, электронное расписание не было. Надо было посмотреть, что было наклеено на стену. А в каком университете в Москве? РХТУ. Как? РХТУ РХТУ? называется, да. Может, это был мой опыт, но я говорю с моего опыта, от моей точки зрения. Да, Российский хозяйственно-технический университет? Или Да. как? А Российский где территориально он технический находился? университет имени Менделеева. А, Менделеева. Да. Ну вот, там, конечно, они занимаются химическими процессами, биологами и все такое. Я не говорю, что это плохой университет, наоборот. Там очень-очень обучающихся, они получают очень хорошее предложение на работу, когда поступают с этого университета, потому что там хорошее обучение. Но система для меня была чуть старенькая, я не привык. Вот, это был мой опыт. А в Тюмени мне было гораздо легче. А в Тюмени как университет называется? Недавно поменяли название, по-моему. Сейчас называется просто Тюменский университет. Раньше Тюменский государственный университет. И по специальности на кого учишься? Я учусь на биоинженерии, биоинформатика. Это ты учишься там по направлению из Сальвадора или за свой счет? Как это происходит? Государство Сальвадора мне ничего не дает. Я все, билеты, еда, транспорт, все это я свои деньги трачу на это. И государство России мне дает стипендию, университет бесплатный. Вот. Обучение бесплатно. Это за счет того, что есть договоренности между Россией и Сальвадором? Нет, это потому что Россия дает такие стипендии. Иностранцам? Иностранцам. То есть у вас обучаются не только из Сальвадора, из других стран тоже есть? Да, конечно, там на самом деле мы только 5 человек из Сальвадора, 3 мальчика и 2 девушки. Еще очень много ребят с Колумбии, несколько с Венесуэлы, Перу и все это. Большинство африканцы, арабы и китайские. А почему ты выбрал Россию? Куча стран в мире. На самом деле, меня с детства интересовала Россию. Конечно, есть некоторые стереотипы. Мы знаем, все знают это. И изучали историю СССР. Мне очень понравилось, и как все там работает, что за города там, почему такая большая страна, что за нефть и газ. Например, природа. Я сам биолог, поэтому природа там очень красивая и есть очень много что изучать там, короче. И вот мой университет это очень хороший для биологов в Сибири. А специализацию ты сам выбрал? Почему именно это направление? Создать что-то хорошего для мира. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо!
что остаетесь с нами. Поступать тяжело вообще было в институт? Да, конечно, там не просто. Если честно, мы студенты, нам не дают никакое-то специальное обучение, типа лекции или что-то, нет, там мы учимся как все, и на самом деле это строит очень сильный. Коммуникация развивается. Ну да, все это. Надо именно заниматься учебой, чтобы все сдавать, например, и не умереть. У вас в вашей группе, то есть не только иностранцы, но и русские. Вы вместе в одной группе, да? Ну, русский и я. Русский 25, а я 26. Вот так. Да. В моей группе только я иностранец. Вот. Тяжело было русский выучить? Конечно, Ты конечно. готовился еще в Сальвадоре? Нет, вообще нет. Я изучал здесь алфавит, я просто умел читать, какие звуки, какие буквы, да. Приедешь, а ты читаешь там, не знаю, туалет. А ты понимаешь, что это туалет, потому что там картинка объясняет, что это. Но когда придешь, не знаю, покупать что-то, тебя спрашивают первый раз, пакет нужен? Кому? Пакет нужен? Дай быстрее, у меня тут очередь. Блядь, вообще непонятно. Типа очень страшно. Первые 6 месяцев. Первые 6 месяцев были самые сложные, самые страшные. Но с временем, с опытом, силой и доверием на себя все можно. Как ты считаешь, прожив столько и обучившись в России, где безопаснее, в России или в Сальвадоре? В настоящий момент я думаю, что одинаково. Для меня Россия очень безопасная страна. У меня никогда не был плохой опыт. Может быть, что где я был, так и было. Может быть, есть опаснее части России. Если, чтобы контекст дать, Сальвадор была самая опасная страна в мире 5-6 лет назад. А спустя 3 года, 4 года уже поменялось. И мы самая безопасная страна в материке Америка. Так что поэтому я сравниваю и думаю, что и там можно гулять, ночь с телефоном на руках, ничего не будет. В России ты увидел какие-то минусы? Кроме погоды. Там твои минусы. Очень холодно, конечно. А минусы? Я не могу сказать, что это минус, но очень сложно привлекаться к культуре и к видению людей. Русские более прямые, серьезные и не открываются так быстро с людьми незнакомыми людьми. Но россияне очень близкие и заботливые с семьей. Я это экспериментировал, как я раньше рассказал, когда меня пригласили на Новый год. Для меня россияне были страшные. Я не общался, не говорю, ни с кем не разговаривал, но на самом деле мои друзья были сербы. Они по-русски разговаривали, но сербы. Поэтому мне стало легче. Но я это экспериментировал в Тюмени первый раз. Новый год встречали. Или встретили? Встретили. Тоже бывает, совершение, несовершение вид глагола. Так. И я видел с моими глазами, что они очень близкие, заботливые друг с другом. А мы как-то наоборот. Я недавно был этот разговор с подругой, что сальвадорцы могут быть очень-очень нежные и какие-то
профессиональный, не знаю, с улыбкой каждый день по улице всегда поздороваться с кем-то. Но большинство проблем создаются внутри семьи. Всегда есть какой-то конфликт. Везде бывает, конечно, даже в России, но и здесь больше. Думаю, мы уливаемся и даем наше лучшее лицо всех. А когда дома мы сидим и, не знаю, жалуемся. Вот. Это не закон, конечно, не так и есть каждый день, но для меня россияне более искренни. А как ты считаешь, в России и в Сальвадоре матриархат или патриархат? В России говорят, что мужчина – голова семьи, а женщина – шея семьи. Вот, думаю, это ответит на мой вопрос, на твой вопрос. Там больше патриархат. Но, конечно, есть такие сильные девушки, женщины, сильно работают со своей семьей. Это тоже очень хорошо. А здесь, в Сальвадоре, думаю, наоборот, больше матриархат. Более как будто женщины принимают важные решения. Ну, конечно, у мужчин есть этот голос, но большинство... Но окончательное решение за женщин. Да, окончательное решение женщин. Голос минимален. Ну, так и есть, да. Хорошо. Какие у тебя цели, идеи после окончания университета? Чем планируешь заниматься? Со своей специальностью приехать в Сальвадор или остаться в России? Мне еще осталось 2 года учиться. У меня специалитет 5 лет учиться. Вот. После этих 2 года я не знаю, честно говоря. Я бы хотел исследовать науку. Где, я не знаю. Но твое направление, вот именно твоя наука, она более развита в России или в Сальвадоре, как ты считаешь? В России есть больше технологий, современные технологии. А в Сальвадоре мы только начинаем инвестировать на науке, исследования, экономике и все это такое. Раньше мы переживали за безопасность, мы уже решили эту проблему, а теперь мы можем двигаться дальше. То есть для твоей специальности возможности больше в России, правильно? Если смотреть с точки технологий, да. А если смотреть с точки будущего, что может быть через несколько лет, думаю, здесь. Так и с инвестициями тоже. А здесь рынок только начинает растаться, вырастет. Растет. Растет, да. Экономика развивается. Да, экономика только начинает растет. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина.
Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Вот поэтому я думаю, что если инвестировать и получить хорошие результаты, выручку, это Сальвадор сейчас. Но ты же все равно обязан вернуться в Сальвадор и отработать здесь, потому что тебе выделили бесплатное обучение, правильно? Правильно? Ты не можешь остаться в России первое время. Нет, только если есть несколько вариантов остаться в России. Это если ты получаешь красный диплом. Я уже потерял, у меня уже тройка есть, так что это не... Женишься? Да, это тоже второй вариант. Либо инвестировать какую-то сумму, я не знаю, где-то... Самый лучший вариант второй. Ну да. Плюс еще гражданство получить. Прикинь, да, и девушка хорошая. Русские девушки хорошие. Русские девушки лучше сальвадорских, по твоему мнению? Русские девушки более традиционные. Они вешают со стороны семьи и заботятся очень много и хорошо о своем мужем и детей. Семья. Да. А здесь, это так и есть, я буду говорить честно, мы находимся в Америке, в материке Америка, да, нам очень влияло Америка. США. Открытый мир, открытый мозг, все может быть, все, что ты хочешь. Ты хочешь быть славой, ты хочешь быть кого ты хочешь, это хорошо. На самом деле это современный мир, который они, не только они, а еще несколько людей хотят создать, это не то, что нам нужно. Мне больше нравится структура семейная структура России. Окей, а на сегодняшний день сам вообще чем занимаешься в Сальвадоре? То есть машинами, что вы делаете? Да, машинами вот. Вы их собираете или что делаете? Слушай, у нас здесь мы сейчас находимся в Кайе Сан-Бенито, да, недалеко от центра, Плаза Сан-Франциско. Это наш бизнес. Мы начали это предпринимательство с другом, с инвесторами. Мы занимаемся импортировать машины. Вот. Мы помогаем людям получать или купить машины их мечты. Так что через веб-ап, через интернет можно искать любую машину, которую ты хочешь, и мы сделаем все возможное, чтобы принести в Сальвадор, и чтобы она была твоя. Вы завозите ее запчастями или целую привозите машину? Целую и с частями, если какие-то запчасти надо. Из любой страны мира? Больше США, но тоже у нас партнеры с Южной Кореей. И мы надеемся, что следующий год откроется тоже партнерство с Грузией. Грузия. А с Японией не сотрудничаете? Япония? Японские машины. Мы постараемся, конечно, но ближе Грузия. А в Грузии что за машины? Там много денег. Грузинские клиенты, они любят комфорт. Вы поставляете машины в Грузию? Да. Вы не забираете машины из Грузии, а поставляете в Грузию? Да, вот, спасибо. А зачем грузинским предпринимателям, если они с деньгами, обращаться к вам в Сальвадор, если там наверняка в Грузии есть свои компании? Скорее всего, но у нас всегда есть минус или плюс, да? Минус – это то, что рассказали, что они хотят создавать какие-то новые миры, свободность, все такое. А хорошее – это что у нас очень близкая связь с США. А мы можем получать эти машины, принести и отправить в любой точке мира. То есть через вас экономнее купить, дешевле? Да. И любое, все то, что угодно. И не только машины, еще большие, чтобы
для строительства запчасти, мотоциклы. Все это. У меня тоже у меня мечта, что тоже в следующий год мы будем начинать отправить кофе с Сальвадора в Россию. Круто. Да, это мой личный проект. Есть уже желающие, которые готовы купить кофе из Сальвадора в России? Вот мы сейчас разговариваем, постараемся понимать друг друга, как мы можем это все делать. Я постараюсь уже в следующий месяц отправить самплер. Как будет? Образец. Ну да, чтобы они попробовали, понюхали, Образцы, попробовали. да. Ну, да. Вот. И вот в марте будет конференция «Кофе и чай» в Москве. Ну, вы хотите сетевым кофейням, да, продавать оптом? Пока что непонятно. Или ты хочешь свою кофейню открыть там? Было бы круто, конечно, но я предпочитаю, что от меня купили кофе, и они сами продавали. Пока что непонятно, это просто проект. Мы только начали делать первые шаги, но вот, надеюсь, что все получится, все впереди. Какие минусы Сальвадора ты видишь? Не может быть все шоколадно. Есть Нет, минусы. конечно, здесь много минусов. Пробки. Я ненавижу терять свое время. Я считаю, что время – это самая цена, что у нас есть. Да. Да? И здесь, к сожалению, они, я не знаю, в 20 веке не думали, что так много людей будут. И строили небольшие улицы. Теперь это нам заставляет терять очень много времени на пробках. Особенно Los Chorros, я не знаю, вот ты там был, ты там проехал, вот, там очень долго ждать где-то. Я живу в Лоурдесе. Лоурдес это должно быть 30 минут от Сан-Сальвадора, но из-за того, что они строили маленькое чосе, Узкие дороги. да, это 1,5 часа, как минимум. Слава Богу, что они это видели и начали строить сейчас новую улицу, виадукту Франциско Мурасан. Через пару года, по-моему, будет уже открыто, и надеемся все сальвадорцы, что это будет решать эту проблему. Но пока что пробки большие. Метро не хотят построить? К сожалению, здесь нельзя, потому что землетрясений много бывает, и здесь вулканов очень много тоже. У нас, по-моему, страна по количеству вулканов первое место в мире. Не Никарагуа? Ну, может быть, но она большая же. Мы очень маленькая страна, у нас так много вулканов вообще. На площадь. Да. Вот, поэтому не дается просто строить метро. А нет возможности использовать воздушное такси, то есть вертолеты? Было бы круто. Надеемся, Илон Маск что-то начнет здесь с Наиб Букеле, наш президент. Да, может быть, почему и нет, надо думать о будущем. Были на новости, что они хотят строить поезд. Трен дель Литораль, Трен дель Пасифико, что-то так. Он идет через всю страну по морю. Вот. Ну, на земле, но по морю. Вот. Да, я понял. Вот. Чтобы не занимать материк. Потому что земля маленькая, и она становится дорогой. Да, вот. Вот это для меня самое... Это самый главный твой минус. А еще какие минусы ты видишь? Экономика, конечно. Экономика здесь плохая, к сожалению. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан 17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста.
Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Очень много лет, кто были на государстве, кто был главный, и их друзей, это не секрет, это точно не секрет, я не скрываю это, никто это не скрывает теперь. Они просто украли все то, что могли. С налоги людей, с карманы людей. 20-25 лет это так и было. Поэтому экономика для большинства людей стала очень мало. Есть очень много людей, которые живут в Повреса, можно переводить, я просто не помню. Бедности. Они живут в бедности. Это... У меня нет точные цифры, но ты идешь, и все практически деньги сфокусированы или концентрированы в несколько семей. Несколько людей умеют гораздо больше денег, чем 80% людей Сальвадора. Вот это очень большая проблема тоже. Надеюсь, работают, чтобы исправить это и не дать больше денег, у кого уже есть, а чтобы распределять эти деньги между всех. И вот это было идеально. Конечно, не бывает. Надеюсь, что кто-то может понять эту проблему и исправить. Может, когда есть новый прецедент. Скажи, пожалуйста, вот биткоин, криптовалюта, все говорят об этом, что в Сальвадоре. Что будет, какие цели ставит правительство на это все? Для нас была очень крутая новость, что мы будем первая страна в мире, где биткоин официальный валют. Но на практике это в октябре 2014 году до сих пор не так распределено, честно говоря. Ну, можно использовать биткоин, конечно, но большинство до сих пор используют доллар. Не везде можешь покупать биткоинов, но есть некоторые места, где можно, но не везде. Но не все можно купить с биткоином. Можно, ну, хорошо, что можно торговлять с этим. Так что если какой-то криптомиллионер есть в мире, он может сюда и тратить свои деньги и здесь. А это для туризма, для экономики это хорошо на самом деле. Но не все хотят тратить здесь, потому что не всех устраивает то, что ты описал, экономика, проблемы дорожные, Да. доступность стоять в пробках. Ну, миллионеры не хотят стоять в пробках. Это да, это да. Вот, это все взаимосвязано по факту. На самом деле здесь очень красиво. Все туристы, все иностранцы, которые приехали, я знаю их. В Ильтунку можно познакомиться с всякими туристами, во все точки мира. А все говорят, что здесь вообще офигенно красиво. Вулканы, мир, село какое-то, еда нормальная, вкусная. Какая еда традиционная Сальвадора? Больше популярная это пупусас. Это лепешка кукурузная, а внутри фасоль, сыр и жареное мясо специальное. Они жарятся, не жарятся, а готовятся. На гриле. Да. И очень вкусно получается на самом деле. Очень любезно везде это пупусас. У нас, конечно, больше. Кулинария у нас большая, но это самое известное. И вот, и все говорят, что здесь красиво. Я это не спорю, но для меня, на самом деле, я очень скучал по природе здесь. Я очень скучал по пляжу, когда я в России был. Я очень скучал по... По теплу. Да, по теплу, точно. Но всегда есть минусы и плюсы. Так что, если ты хочешь просто приехать, расслабиться, попить вода кокоса, на пляже смотреть закат, блядь, офигенно. Это где тебе нужен. Вот. Твои рекомендации, советы людям, которые думают либо хотят переехать в Сальвадор, к чему нужно подготовиться и как действовать?
Вау, большая тема на самом деле. Я думаю, что они должны готовиться к счастью людей. И здесь мы очень дружбаны. Как я рассказал раньше, мы готовы всегда помочь. А если какой-то турист гуляет, спрашивает что-то, куда мне ходить, никто не будет отказаться помогать. И наоборот, они с радостью даже предлагают свою помощь дальше. Не только сказать куда, а давай сюда, я принесу тебе, давай поедем вместе. А не давай сюда, я сейчас там за углом тебе по голове дам. Нет? Я такого не слышал, нет. Вот если еще к чему надо готовиться. SPF носить, если жарко, если солнце горит. Надо готовиться к еде. Здесь мы любим жареную еду. Это не секрет. Так что если не особо кушается эта еда, может становиться чуть-чуть тяжело, но с временем все будет хорошо. Еще надо привыкнуть к наслаждаться жизнью здесь. На самом деле здесь очень красиво, чтобы отдыхать. Если кто-то ищет место, где можно серфинг можно заниматься тоже, какие-то экстремальные виды спорта. Я не помню, как называется, когда ты ходишь по дороге. Зиплайн есть, парашюты есть. Ну, ты сейчас рассказываешь больше про туризм. А если с точки зрения проживания в Сальвадоре, можно ли тут открыть какую-то компанию, бизнес и так далее? Есть ли смысл вкладывать сюда? Конечно. Я думаю, что в следующие 5 лет будет самый точный хороший момент, чтобы инвестировать в Сальвадоре. На самом деле, после карантина, как будто это было так. COVID, а потом все вырастило, все идет наверх. И экономика, и возможности, и все это такое. Так что если про инвестиции говорить, если про проживание в Сальвадоре, это очень хороший выбор на самом деле. А здесь хорошие школы, хорошее обучение есть. Это частная школа. Это частные, да, конечно, не везде. Есть тут приезжает иностранец, он может своих детей устроить в государственную бесплатную школу или нет? Я в этом не умею информации, честно говоря. Не знаю. Медицина вот здесь бесплатная или платная? Возможно, бесплатно. Иностранец может бесплатную помощь получить? Да, конечно. Я уверен 100%. То есть, если я сейчас пойду в поликлинику, мне помощь окажут бесплатно? Да. Мне не скажут, типа, ты иностранец, ты не платишь социальные взносы, мы тебе не поможем. Не должно быть так. Я уверен о том, что так не будет. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.